Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Добрый день, Саша. Ну что, пережили мы ночь, скажем так, апокалипсиса, в прямом смысле этого слова, и сейчас начинаются очень интересные политические, геополитические танцы. У нас, значит, США победили, да, говорят, Трамп вышел, сказал, мы победили. Иран вышел, сказал, мы тоже победили. Арабские Эмираты тоже вышли, сказали, что и мы победили. Это самое смешное. В общем, все победили, понимаете? Да. Значит, Израиль только там и оппозиция, и провластные силы, они тоже как бы критикуют, говорят, елки-палки, что ж теперь дальше будет? Эксиос пишет о том, что, простите, пожалуйста, но Трамп согласовал с Нетаньяху, чтобы он не рыпался, ну, имеется в виду, чтобы соблюдал режим прекращения огня. Ну и сам Трамп говорит, мы вернемся к военному вопросу, если за эти 2 недели не сможем достичь определенных договоренностей. А в чем суть этих договоренностей? Или суть как раз-таки и была, чтобы довести ситуацию до какого-то такого цугундера, а потом из нее героически победителем выйти? Как оцениваете произошедшее? И, внимание, это даже не столько интересно, что произошло, а что сейчас происходит. Я думаю, что выиграли от этой ситуации однозначно те люди, которые обладают инсайдерской информацией и которые поднялись на биржевых торгах. За этим нужно смотреть, потому что, знаете, когда мир в труху, или вот сейчас я обрушу в ад вот эту персидскую цивилизацию персов, ну, это было такое громкое заявление Трампа. И потом, когда он заявил о перемирии, естественно, первая реакция мы с вами можем увидеть. Я не игрок на бирже, но я вижу, как политолог, как быстро цены на нефть откатились назад, да, как упали на несколько пунктов. И те люди, которые владели этой информацией, они выиграли. Это кощунственно, это очень цинично, но, пожалуй, знаете, я высказал свое мнение, как я вижу эту ситуацию, потому что, собственно говоря, нагнетание и ночь, которую, признаюсь, я периодически просыпался, смотрел информацию, потому что, ну, как человек, мне важно, а что происходит вокруг, да? И когда, значит, ситуация утихомирилась, хотя она абсолютно, если мы говорим с вами о сущности, если мы с вами пытаемся рассуждать по существу, ничего хорошего не произошло. Не произошло плохого или очень плохого, но ситуация как была напряженная, так она и осталась. Ситуация, перерыв в войне, в военных действиях, это еще не значит окончание войны. Перерыв может затянуться, перерыв может быть 2 недели, может быть одни сутки. Я хочу нас вернуть, немножко позже, давайте я верну нас к тому, что было в Женеве, да? В Женеве что было, несколько месяцев назад, как там проходили переговоры. Переговоры проходили и между Ираном и США, и между США и Украиной, и Россией. Были переговоры даже в один день, в одни сутки. Утром было переговоры с Ираном, вечером было переговоры с украинской делегацией. Так вот, второе, что я хочу отметить, что произошло сегодня, однозначно проиграла Украина. Украина проиграла уже хотя бы потому, что с какого-то перепугу, а я просто скажу вам по дурости, Зеленский вдруг заметушился, побежал по странам залива с предложением помощи, и он нарвался на то, что позиция Ирана по отношению к Украине, она резко изменилась. Иран считает Украину, украинское правительство, втянутое в войну, как минимум соучастником, если по-простому, Иран считает нынешний режим Зеленского своим врагом. Вот это самое плохое. То есть можно было этого не делать, можно было поступать по-разному, но Зеленский выбрал такую стратегию, и он поставил Украину в один ряд с Израилем, США, странах залива, которые являются врагами для Ирана. Вот это первая страна, которая проиграла, это Украина. Второе, смешно было, конечно, смотреть на заявление Арабских Эмиратов о том, что они победили
Да, можно сказать, кто еще победил, но давайте о проигравших еще. Я уверен, я наблюдаю за этой картиной, точно проиграли страны залива. Некоторые из стран залива, которые в этой войне Израиля и США против Ирана были атакованы в ответ. Иран атаковал их. Те же самые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, то есть это те страны, которые, мы видели картину, как ракеты попадали по разным объектам, особенно на территории Эмиратов, финансовых центров, бизнесовых центров, не только энергетических объектов, да, поэтому это второе, кто проиграл. Ну и давайте, я не буду говорить дальше о проигравших, а вот кто, кроме бизнеса, выиграл в политическом смысле в этой ситуации или в этом противостоянии. Первый я назву страну – это Пакистан, поскольку Пакистан был инициатором переговоров, это страна, которая посредник. Ну и самое главное, давайте так, тихо, спокойно признаем одну вещь. Кто поднял бровь? Вот кто так приподнял бровь и сказал, что нет, этой ситуации нужно остановить эту ситуацию. Великое государство, великая страна, великая цивилизация, которая называется Китай. Китай поднял бровь, и об этом сейчас мало кто пишет, но очевидно, что даже, кстати, американское одно из изданий сказало, что при участии или, скажем, Китай мотивировал, он как-то прибодрил Иран изменить свою позицию. Вот, собственно говоря, если так очень просто, такой мой анализ на сегодняшнее утро. Ну, смотрите, вы говорите о том, что Украина среди проигравших. Да. Опять-таки, мы будем наблюдать за ситуацией. Понятно, я полностью с вами согласен. Axios сегодня выкатила большой материал о том, что все на тоненькую, очень на тоненькую. Там ксировцы вообще говорят о том, что, слушайте, нам же надо донести до своих бойцов, которые там, они же по стране разбросаны. Вы же там мосты атаковали вчера. Конечно. Там, связь, опять-таки. В общем, мы поддерживаем. Сейчас вот все крутится вокруг условий. Возникает вот этот важный вопрос, украинский вопрос, нахиба? Им задаются как противники Трампа, такие, скажем, демократы, сенаторы-демократы. Им задаются бывшие сторонники Трампа, которые тоже, говорят, уже вчера прям кричали о 25-й поправке, давайте его как бы отстранять, этого дурагона, потому что вообще не пойми, что происходит. Еще и Такер, вчерашний друг, говорит, давайте заберем у него коды ядерные, красную кнопку, потому что не пойми, что будет. То есть мы видим это, вот эту историю, эту позицию. Все действительно может резко поменяться. Но я вот про Украину немного не понимаю. Значит, то Зеленский как бы говорит, давайте, влупите по Ирану, давайте. Да. Потом говорит, ой, беда, что ж ты делаешь со мною? В общем, и цены на горючку растут, и вообще оружие все уйдет туда, и, в общем, проблемы, и даже, как вы выразились выше, там, метнулся сразу туда, на Ближний Восток, и говорит, давайте наших специалистов. В тот момент, когда уже сегодня прилеты дронов, Одесская область, Кривой Рог, вчера там удары по Черниговской области, все разводят руками и даже бунтует Николаевский Ванек. Бунт Николаевского Ванька, это как бы ПВОшный паблик, абсолютно патриотичный, говорит, елки-палки, сколько можно этого очковтирательства о том, что у вас купол над Херсоном, в Никополе тяжелая трагедия и так далее. И Зеленский вроде как должен получить плюс от того, что война приостановилась, потому что оружие может как-то перераспределять, или внимание теперь можно привлечь к Украине, хотя он до этого был абсолютно против того, чтобы, в общем-то, миром все закончилось, хотя еще ничего не закончилось. Как трактуется в украинских реалиях вот эта история с ни мира, ни войны, 2 неделями? Вот эти 2 недели, что будет происходить вокруг украинского вопроса? Саша, вы задали очень хороший вопрос. Мне кажется, что это главный вопрос. Как бы мы делаем синтез, мы делаем срез событий вокруг Ирана, как они
как это говорит, как они распространятся на Украину и что от этого получит Украина, да, то есть в хорошем смысле, в негативном. Это очень важно, потому что мы с вами жили на Украине, мы с вами считаем себя украинцами, мы с вами болеем, мы с вами хотим, чтобы Украина, та, которую мы помним, любим, она, по крайней мере, восстановилась. Ну, давайте так, если цинично, чтобы Украина хоть какая, но была. И самое главное, Бог с ней, с государством Украина. Это можно разбираться, можно думать о формах. Самое важное, чтобы люди, которые проживают на Украине, люди, которые заинтересованы в Украине, да, украинцы, русские, да, белорусы, поляки, венгры, армяне, гуцулы, русины, неважно каких народностей, каких национальностей, чтобы они наконец увидели, что вот скоро мир восторжествует на Украине. Как это будет? Когда? Так вот, исходя из этого, вы уже назвали события, которые происходят вот этой ночью. Сегодня, вот сейчас прямо происходит на Украине. Да? Российские беспилотники, я читал официальную информацию, 176 беспилотников было отправлено на территорию Украины, 146 из 176 значит, были сбиты, а вот из этих 30, которые не сбиты, написано, что 24 ударные дроны, потому что там есть разные виды дронов, да, попали в 12 локаций. Вот такая вот информация почти дословно, да. Что значит попали, в какие локации и почему? Самый главный вопрос, почему беспилотники российской армии, они настолько, да, может быть, не все, но тем не менее попадают в цели. Где же перехватчики украинские, причем разные виды, как говорит Зеленский, на Украине есть несколько видов дронов-перехватчиков. Он же ими пытался торговать в странах залива. Где те же самые инструктора, которыми Зеленский торгует со странами залива против Ирана? Почему, если на Украине все так классно, если столько беспилотников разных видов, если есть система, почему такая реальная картина? Я даже нас верну к политическому заявлению, которое было несколько недель тому назад, мэра города Москвы Садового. Садовой же четко сказал... Не Москвы, Львова. Львова, прошу прощения, Львова, господи, оговорился. Да, мэра Львова Садового, когда город Львов был атакован, и Садовой сказал, куда мы платим деньги, где вот эта защита города Львова, это же запад Украины. Ему заткнули рот, но в памяти отложилось. Позиция такова, что если вы, Зеленский, ездите по миру, хвалитесь, продаетесь, пытаетесь что-то продать или втюхать, давайте так, давайте сначала защитите города Украины. Ну, по факту получается, что небо дырявое, дырки над Киевом, дырки над Львовом, дырки над Одессой, над Харьковом, то есть небо дырявое. Второе, никакой защиты, никакого купола над украинцами нет. Третье, предложение Зеленского о перемирии, пасхальном перемирии. Я долго думал, о какой Пасхе Зеленский говорит, потому что, есть католическая Пасха, есть православная Пасха, дни растянуты. И вот позавчера я понял, о какой именно Пасхе Зеленский говорил и о каком перемирии, в какие сроки. Что сделал Владимир Александрович позавчера? Он собрал главных раввинов Украины у себя в кабинете, киевского раввина, одесского, днепропетровского, собрал этих ребят. Он поздравил их с Песахом. Они представители, раввины, представители религии, иудейской религии на Украине, поздравили Зеленского, они друг друга поздравили, подарили ему Тору, как он сказал, первые Тора, которые напечатали на украинском языке в Харькове. То есть праздник. И дальше Зеленский обращается к раввинам, и он говорит, что желаю счастья нашим семьям и прошу вас помощи. Вы обратитесь к нашим людям там, чтобы они нам помогли. Значит, Зеленский обратился через хасидов украинских к евреям американским, да, чтобы те не бросили Украину, помогали ей с оружием, помогали ей с деньгами. Хорошая просьба, а почему бы нет? Почему не использовать вот эти связи, почему не использовать эту силу?
Но между евреями украинскими и евреями американскими есть третьи евреи. Есть третьи евреи, они называются Израиль, они называются евреи, которые проживают в государстве Израиль, которое воюет против Ирана. И те израильские евреи говорят, нет, нам нужны оружие, нам нужны ракеты, нам нужна защита, мы атакуем Иран, давайте с нами будете дружить. И, знаете, теперь политика, поскольку есть общественные действия, а теперь политические. Нетаньяху, руководитель, премьер-министр Израиля, до сих пор так и не встретился с Зеленским. За 2 года между ними нет общения. И вот этот вот раздрай между разными еврейскими группами и между разными лоббистами, да, есть лоббисты в Соединенных Штатах Америки, которые, значит, пытаются помочь Украине, есть лоббисты, которые пытаются помочь Израилю, но вот лоббисты, то есть правители Украины и Израиля, они находят общий язык. Это называется конкуренция. Я лишь, Саша, одну часть этой проблемы затронул, да, что Зеленский говорит, дайте мне, пожалуйста, перемирие на Песах, чтобы мы отпраздновали. Но перемирие для католиков, значит, не нужно. Перемирие для православных, значит, не нужно. Тогда вопрос, а кого именно представляет Зеленский на сегодняшний день? О ком он заботится? Он заботится обо всем украинском народе? Он заботится о том, чтобы на территории Украины наступил мир? Или он представляет интересы только определенной группы, религиозной, общественной, да? Вот, это вопрос он на поверхности, потому что, понимаете, если, а мы с вами говорим еще раз о срезе, что это для украинцев, украинцам от этого перемирия и от этих вещей, которые сейчас происходят на территории, вокруг Ирана, как я уже сказал, не просто можно было, знаете, сказать, не холодно, не жарко. Нет, холодно. Никакого тепла, никакой жары нету. Я имею в виду в душах и сердцах. Даже морозы, те, которые сейчас на Украине, они показывают, может быть, показывают тому же Зеленскому. Слушай, ты неправильно делаешь, ты ведешь неправильную политику. Ты прекращай военные действия. Ты не езди по миру. Ты не проси денег. Ты не нарывайся на неприятности. Ты займись внутренними делами того, что называется жизнь простых украинцев. И первое, что ты должен сделать, как ты, когда Зеленского избирали в 2019 году, он же сказал, я готов хоть с чертом, хоть с кем-то договориться, лишь бы был мир на Украине. Договаривайся, устанавливай мир. Ну, смотрите, тут по поводу внутренней истории мы сейчас поговорим, чем занимается Зеленский внутри, но тут очень интересен венгерский фактор. Вообще, вот в перемирии в Иране, да, между США, Израилем и Ираном, опять, мы можем проанализировать все эти вещи. Они где-то, многие, я согласен, где-то смахивают на какой-то нормандский формат, на какой-то Минск, где-то что-то, потому что там все не очевидно. И с проливом, и с дальнейшими ударами, и с деньгами прежде всего, потому что Иран как бы хочет получать деньги от судов, которые проходят, там уже считают суммы и так далее. Понятно, что это все, в общем-то, будет это работать, не будет, но фигура Венса как бы взошла в этот момент. Венса, с которым велись переговоры через Пакистан. Венс, который, у него нет таких полномочий, он не идет как бы против Трампа, но он представитель высокий, высокопоставленный, представитель Америки. И получается, я вот тут согласен полностью, как это все выглядит со стороны, что как бы Иран договорился не с Трампом, а типа с Америкой. Венс сейчас представляет как бы Америку. Не Кушнер, не Уитков, не вот эта вся женевская история, которую вы вспомнили, кстати, очень и очень, в дырочку, вот правильно вспомнили, потому что тут же как, переговоры в том формате, они же тоже были вроде как успешные, и так хорошо говорили, а потом началось. То есть тут уже изначально механизм другой, но этот Венс, он в Венгрии, он вмешивается в венгерские выборы, открыто. Безусловно. Великолепно, участвуя
речи толкая на митинге Орбана, поддержку Орбана, любит венгров, говорит, американцы, мы почти что венгры, венгры, почти что американцы. То есть он фактически агитирует за Орбана. Но в этом Безусловно. моменте агитации есть очень серьезный удар по Украине. По вмешательству в выборы Украины, и в венгерские, и в американские. И, конечно же, вопрос нефти, энергоресурсов, то есть вопрос дружбы. И тут, слушайте, ну, может, времени мало прошло, по состоянию на момент нашего с вами разговора, да, ну, как бы шаром покати. Где эти все яркие, резвые, резкие, дерзкие там спикеры Министерства иностранных дел, где подалеки, где вот эти все товарищи, которые обслуживали этот формат борьбы с Орбаном все эти недели. Сам Зеленский тоже по этому поводу как бы пока молчит, может, чего-то скажет. Спросят, ответит, конечно. Но эта пауза меня, если честно, наводит на определенные мысли о дальнейших последствиях пропущенных ударов от Венса. Что вы думаете по этому поводу? Прошли сутки с того момента, когда вице-президент Соединенных Штатов Америки вместе со своей супругой, Венс вместе со своей прекрасной супругой посетили, то есть спустились с трапа в Будапеште и находятся в Венгрии. Я хочу отметить две детали. Во-первых, Венс, он, как и Трамп, избирался. То есть у Венса есть мандат американского народа, потому что избирали американцы и президента, и вице-президента. Это избранный человек, у него избранная должность. Это не чиновник, это политик. Мало того, не дай бог, Трамп заболеет или еще что-то с ним случится. А в Америке, мы знаем, стреляют, убивают. Ну, Америка такая страна, там всегда всплывают крокодилы. Вот в некоторых странах не всплывают, а американцы не такие. Не дай бог, значит, Джей Венс, он первое лицо Соединенных Штатов Америки. Второе, вот эта теплота визита, когда человек приехал не сам, а приехал с супругой, он демонстрирует, что он приверженец классического, консервативного истеблишмента мирового. Муж, жена, дети, религия, то есть это консервативные цели, это не вот эти либералистические, глобалистические цели, знаете, там, муж с мужем, ну, в общем, не буду говорить всякие плохие вещи, тем более сейчас Великий пост, Страстная неделя. И вот, наконец, теперь, что это для Украины и что вообще делает Венс, кроме тех характеристик, которые вы сказали, вмешивается. Так вот, вице-президент Соединенных Штатов Америки обвинил юридически, не политически, обвинил две силы. Первое – это бюрократы Европейского Союза, и второе – власть Украины. То есть он обвинил две политические силы, две группы. Первое он обвинил в том, что вмешивается в жизнь венгров, что Европейский Союз не на стороне простых людей, что Европейский Союз пытался взорвать энергетическую политику в Венгрии, соответственно, экономическую жизнь, ухудшить жизнь венгров, народа, людей венгров. Да? Кто? Европейский Союз. Мало того, Европейский Союз чинует препятствия для деятельности законного представителя Украины Виктора Орбана с целью сместить его от власти. Речь не идет о политических процессах, речь идет о том, что действительно ЕС обвиняет Венгрию, не дает Венгрии деньги, ну и так дальше. То есть он всяческими действиями мешает продвижению и нормальной жизни венгров. И второе, кого обвинил Венс, это более тяжелое обвинение, он обвинил украинские власти, читай, Зеленского, вы правильно отметили, в первую очередь за то, что Зеленский вмешивался в выборы Соединенных Штатов Америки, когда избирали того же Венса, да? Зеленский что делал? Он приезжал в штаты, которые поддерживают демократов, он участвовал в открытии завода. То есть мы видели все эти действия. Это обвинение Зеленского. И третье. Мы с вами знаем, что недавно было обвинение Зеленского и Украины в том, что деньги, которые американские налогоплательщики передавали на Украину для помощи Украине,
Они потом через разные мошеннические схемы отмывались и потом перенаправлялись в демократические партии, в штаб демократической партии, и те их использовали на выборы. То есть деньги американских налогоплательщиков через коррупционные схемы на Украине, часть же денег оседала, переправляли в штаб Демпартии и направлялись на политическую борьбу против республиканцев. То есть Зеленский оказался в эпицентре этих событий. И теперь отношения Украины и Венгрии. Что делает Зеленский в этом политическом процессе, в этих выборах? Он, первое, значит, перекрыл кран газотранспортной системы, не поставляет газ. Во-вторых, он перекрыл кран нефти, сырой нефти, да, а в Венгрии, ну, я о Словакии тоже бы сказал, но, по крайней мере, мы сейчас говорим о Венгрии. То есть Зеленский перекрыл краник поступления нефти сырой, да, для Венгрии. И Венгрия оказалась в уязвимой ситуации. И несмотря на то, что, как говорил Зеленский сам, некоторые партнеры просят нас не бить по энергетическим объектам Российской Федерации и открыть краник для Будапешта, он этого не сделал. Вопрос, знаете, еще какой повис? Недавно европейского бюрократа спросили, вчера, по-моему, спросили, а где Европейский Союз отправил делегацию, Европейская комиссия отправила делегацию Европы на Украину, чтобы та посмотрела, действительно нефтепровод поврежден, да, или что случилось. И эта комиссия должна была отработать, доложиться, и потом, если действительно нефтепровод, значит, технически как-то неисправен, дать деньги, чтобы его исправить. А этот еврокомиссар или еврочиновник сказал, я не знаю, где эта делегация. То есть где эта делегация, чем она занимается. То есть Зеленский не дает даже возможности разобраться объективно. Суть, чтобы мы не забирали время, Зеленский делает энергетический террор против соседнего государства Венгрии. Он это уже сделал. И он виновен. Итак, Украина виновна в том, что она вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки. Украина виновна в том, что она вмешивается и осуществляет террор против, значит, государства Венгрии. Вот это обвинения прозвучали из уст Венса. Я не знаю, Саша, я не знаю, будут ли эти обвинения совместно и с другими, которые были сказаны до этого, как-то воплощены в юридическую плоскость и будут ли наказаны виновные. Не знаю, но я уверен вот в чем, что к приближению к выборам ноябрьским в, значит, Соединенных Штатах Америки вся вот эта информация и все вот эти обвинения, они будут выстроены в один ряд, и тогда будут предприняты действия. Не нужно сейчас Венсу, Трампу заботиться о выборах, которые будут осенью. Они заботятся о той ситуации, которая есть сейчас, и готовят материалы, готовят доказательную базу. А вот вылезет это все на гора, я думаю, где-то в сентябре, ну, август-сентябрь этого года, когда американскому обществу, избирателям американским будут предъявлены все эти доказательства, и то, что будет в Соединенных Штатах Америки, политическая борьба, она закончится посадкой, возможно, или отстранением от власти, или, по крайней мере, реальным компроматом представителям Демократической партии. Да? Что будет на Украине? Не знаю, потому что, знаете, политическая борьба в США, а это не всегда означает посадки на Украине. Но я бы хотел, как человек, который любит Украину, я бы хотел, чтобы эти материалы были в качестве доказательств, да, взяты за основу украинскими судами. И чтобы все вот эти мерзавцы, чтобы все эти предатели, чтобы все эти люди, политики, часть украинской элиты, которые втянули Украину в бойню, были привлечены к ответственности украинским судом. По-простому, я очень хочу, я даже где-то верю, надеюсь, что рано или поздно Зеленский, Ермак, все остальные, кто были у власти в последнее время, они были осуждены украинским судом. Давайте посмотрим на последствия речи Венса в Венгрии под углом НАТО. Значит, сегодня в Белом доме на фоне вот этого перемирия и вот такого неоднозначной реакции Рютте
В Вашингтон приезжает Рютте, встречается с Трампом. Понятно, очень такая важная встреча, исходя из последних заявлений о том, что США проваливают. Говорят, да и давайте сами разбирайтесь. Сенаторы говорят, мы 300 миллиардов тратим в год для защиты Европы. А что имеем взамен? Критику, какие-то вот неготовность. Сейчас же очень интересный период. Вот многие говорят, что его оценивают, ну, с точки зрения политической. Еще раз, война может вернуться, но это Да, лучше, чем продолжающаяся война. Вот заметьте, так как она была с Ираном до этого момента, это лучше, чем вот то. И это раз, потому что есть шансы да, хотя бы какие-то договориться уже. Во-вторых, у всех уже есть багаж пройденных потерь. Да? То есть да, за спиной есть. Иран Да, через. много потерял Иран. И инфраструктурные удары, болезненные удары. Никто не говорит, что это там вот Ирану все нипочем. Нет, все очень мощно. Тем более ударили даже по острову Харк. Как бы, ну вот, Да, даже там показали. У США потери колоссальные. И репутационные, и финансовые. Там 30 миллиардов посчитали, это все обошлось. Это вся музыка Дональду Трампу, если так суммировать и, в общем-то, показать. Плюс достаточно напряженные отношения. Но этот период перемирия – это очень классный проявитель. А кто друг, а кто нет. А кто за, мгм, а кто против. А кто, например, выходит как Папа Римский, республиканец, Лев IV, мгм. и критикует ну как, общечеловеческие моменты, что как это уничтожить цивилизацию. Заметьте, никто не поставил под сомнение то, что Трамп может уничтожить цивилизацию иранскую. Все Мгм. наоборот, все это просто осудили. Это другая позиция, чем у тех людей, которые, например, говорили о том, что военные преступления совершает Трамп из Европы, о том, что Трамп военный преступник. Ну вот такие же тоже звучали речи. Да. И сейчас очень важен этот момент. Почему я сюда прикручиваю Украину и последствия речи Венса? Сейчас Украина бьет по России с использованием пространства НАТО, с Да. использованием пространства воздушного. Это фактически вступление в войну НАТО и провокация конфликта Россия-НАТО в открытом виде. Ну, вот если там до этого был фиговым листком прикрыто, а сейчас открыто. Соответственно, та же ядерная угроза, которую там все предвосхищали прошлой ночью. Как вы думаете, как сейчас будут складываться отношения США и НАТО, и какое место использование европейского воздушного пространства НАТО и, ну давайте так, провокативного огня по России будет занимать в разговоре Трампа и Рютте сегодня этот факт? По поводу Ирана еще раз. Во-первых, события вокруг Ирана на территории Ирана показали как минимум две вещи. Первое. Иран – суверенное государство. У Ирана есть свои цели. Какие? Я не говорю. Что делает Иран? Тоже не говорю. Да, я с вами согласен. Многие эксперты украинские, российские в мире говорили о том, что мощь Соединенных Штатов Америки, армии, ну она просто-напросто в разы сильнее, в разы больше, тем более вместе с Израилем, чем Иран. Израиль в этой войне, кроме за последние дни, он уничтожал мосты, он уничтожал инфраструктуру, что очевидно было и понятно многим, что есть цели американские, есть цели Израиля. Но первое – это государства, которые суверенные, и Иран, даже с Соединенными Штатами Америки, при посредниках, он заключил сделку о перемирии. Именно Иран, не кто-то другой за его спиной. И второе – народ, нация иранская, да, они помнят, откуда они помнят тысячелетнюю историю, и они сплотились вокруг своих руководителей. Наверное, я уверен, я знаю даже, что есть еще многие негативы, есть люди недовольны в Иране, иранцы. Но два момента. Иран – суверенное государство, и народ сплотился. Это самое важное. В любом противостоянии, в любом конфликте это очень важно. Второе. НАТО. Вы сказали НАТО, озвучили роль НАТО. НАТО не принимает участие в войне против Ирана. Это факт. Его нужно отметить, потому что
Франция сказала, Германия сказала, это не наша война. Ну, в общем, не единожды было сказано, это не наша война. Британия сказала, это не наша война. Базы не давали разрешения на прилету базы Франции и Испании. То есть НАТО не вступило в войну США и Израиля против Ирана. Третье. Заявление Папы Римского очень важно, Саша. Я вернусь обязательно к НАТО, но Папа Римский действительно впервые представитель Соединенных Штатов Америки на престоле, католик, он осудил две вещи. Он прямо сказал: Пит Хексет, ты министр войны, призывающий Иисуса Христа защищать вас в этой войне, это неверно. Иисус Христос не защитит вас. Господь не на стороне вашей. Это было очень мощно сказано, потому что Хексет там молился, призывал эти небесные силы. И второе, когда Ватикан говорит, это несправедливая война. Ватикан никогда, знаете, это мы так себе мало обсуждаем, что такое Ватикан, насколько влиятелен, да, Папа Римский в мире, да, миллиарды верующих, насколько вообще они влияют на события в войнах, в финансовых структурах. То есть это очень мощная структура, я имею в виду сам Ватикан, и заявление Папы Римского, которые идут, значит, первое, я сказал, что Иисус Христос не на вашей стороне, а второе, это война несправедливая, это очень важно. Это очень важно, потому что голос, который звучит так мощно, не боясь, еще раз говорю, это достойно уважения, и Ватикан, я уверен, он играет роль и в том числе в войне на Украине, да, в конфликте, который называется война или СВО. Теперь вернемся к НАТО и событиям, которые для Украины очень важны. Обстрелы, которые ведутся то ли с территории Украины, то ли, возможно, с территории уже самих прибалтийских государств. Но давайте так, с территории Украины через территории НАТО, и ими, значит, они попадают в энергетические объекты на территории Российской Федерации. Не только, кстати, энергетические, да? Вот. Причем это системно, причем это было, сначала, помните, хорохорились там прибалтийские государства, финны как-то спокойно, сейчас тоже и прибалтийские, как бы говорят. Эстония говорит, мы не хотим, мы призываем Украину не отправлять, значит, беспилотники через нашу территорию. Почему это все происходит? Россия взяла стратегическую паузу в этом вопросе. Я не говорю, правильно это, неправильно, я говорю по факту. То есть Россия думает, как ей поступать в новой ситуации. Новая ситуация – это через страны НАТО идет атака российских объектов или просто Российской Федерации. Второе. На днях, буквально вчера, был обстрелян мост на территории Херсонской области. Он как бы уже давно не существовал, но, тем не менее, публично было заявлено, что этот мост был обстрелян британскими ракетами. И Британия сказала, да, это наши ракеты, да, мы вот обстреляли территорию Российской Федерации. Она де юре Россия. Эти два события, они подчеркивают, что отдельные страны и в целом блок НАТО, да, он воюет де-факто против России. И это новая ситуация. Почему Россия, и почему я сказал, что Россия думает, да, стратегическая пауза, как ей ответить, потому что ответ будет. Какой ответ будет, я не знаю. Слушайте, я не Зеленский и не украинские разведчики, которые живут в голове у Путина и все время какие-то планы его выдают. Вот недавно Палец, да, вот этот советник офиса, да, Палец сказал, что, значит, украинская разведка имеет доказательства, что Россия скоро будет атаковать через Приднестровье, и, значит, на территории Винницкой области будет создана буферная зона. Я не хочу это комментировать, но я знаю одно, что Россия взяла паузу. Что будет дальше? Будет ли это прямая война? Будет ли это прямая, значит, атака? Или это будет принято решение сбивать беспилотники на территориях тех стран, которые летят? Еще раз говорю, не знаю. Но, Саша, это точно эскалация конфликта между Россией и НАТО. Украина здесь тянута по уши. Мало того, я хочу отметить такую вещь в ответе на ваш вопрос и в анализе, что вот то, что мы видим и слышим о мобилизации на Украине, об усилении мобилизации,
это части одной мозаики. Украинцев готовят к возможной войне НАТО против Российской Федерации. Воевать будут украинцами в первую очередь. И вот это вот, знаете, и последнее здесь, да, потому что ни Зеленский, ни украинская элита никак не комментируют заявление Венца и, наоборот, хорохорятся тем, что нас просят не бить по российским объектам, а мы будем бить. То есть, значит, выглядит так, что да, Украина готовится к войне НАТО с Россией, и Украина ведет политику против Венса, против Трампа, против администрации, ныне действующей администрации Соединенных Штатов Америки. Ну, это, знаете, надо быть безумным или безумцем, чтобы в одночасье, воюя, значит, воюя на своей территории против российской армии, провоцируя и, значит, вызвав негативную реакцию Ирана, и участвуя, и говорят заявлять о том, что да, мы готовы, значит, мы будем воевать на стороне НАТО против России. Что, Украина 3 войны ведет? Или, по крайней мере, принимает участие в 3 разных конфликтах? И зачем это нужно сделать? Или Украина в лице Зеленского, в лице его окружения настолько самоуверенно себя ведет, что они готовы убить всех, я имею в виду убить все население Украины, уничтожить людей, уничтожить женщин, поскольку их тоже ради какой-то цели. Но эта цель, она не озвучена, она непонятна. Она, ну, например, мне не ясно, почему именно так ведет себя сейчас Зеленский. Но он ведет, очевидно, что он ведет всех в какую-то бойню, которая должна закончиться, неважно, ядерным коллапсом или еще что-то, но она однозначно должна закончиться смертями всех украинцев. О мобилизации. Ну, выходит там нардеп Костенко и говорит, что основная идея, стратегия, Арахамия до этого выходил, говорил, что готовит большую реформу, это чтобы функции ТЦК переложить на полицию. Угу. Ситуация на самом деле взрывоопасная. Я имею в виду общий концепт. Они там говорят, что мы всех уберем с розыска, потом там цифровыми методами всех, в общем-то, загоним в это стойло. Кто-то говорит о том, что будут убирать вот эти хватальщиков, да, эти людоловов наряды. Кто-то говорит, что не будут. В общем, ну, классно. То есть все, реформа удалась. Но с точки зрения теории государства и права, вообще полиция изначально, она уже в этом процессе, вот сейчас. Конечно. И полиция — это власть, это представители власти на земле. Если ТЦК можно спорить, военнослужащие, не военнослужащие, моя позиция — это то, что это, конечно же, людоловы — это незаконная вообще в принципе организация, но люди там спорят, это военное, не военное, в общем, а так приходится, а это военное положение. В общем, и юридически, и чисто по-человечески многие там спорят, тем более, что очень многие выкатывают там всякие программы: давайте разрешим стрелять, давайте ТЦКшникам разрешим к тебе в постель залазить, вытаскивать тебя за руки, за ноги. В общем, это такая дискуссия, знаете, это просто очень эмоционально можно поговорить. Но, когда ты конкретно берешь и вот, ТЦК воспринимали как канализатор, да, как канализацию на них, как процесс негатива. Это ТЦКшники плохие. А когда полицию ты уже не можешь сделать вторыми ТЦКшниками, тогда получается государство у тебя дерьмо. Понимаете? Это государство тебя вот это крутит, ломает, запихивает в бусик. Это сейчас так есть. Но официально, переложив эти функции, мы же видим по отношению к людям, что из себя тогда будет представлять Украина. И вот тут возникает очень много интересных моментов. Одно дело, там, понятное дело, там, пырнуть ножом ТЦКшника, стрелять в него, это плохо. Но это же полицейский, получается, это государство как бы прыгнешь ножом. И вот этот момент, мне интересно, как вы его видите, потому что, с одной стороны, все понятно, да? Нарушил закон, типа, уклонист ты или нехороший человек, отвечай перед полицейским, да?
Тогда, может быть, Да. включатся суды, тогда, может, включится какая-то будет не вот это вот все. Но мы же видим, что так не будет. Будет беспредел еще больше, только с участием полиции уже на официальном уровне. К чему это приведет? Я хочу, чтобы нас услышали как на Украине люди, так и европейцы, которые, и наши люди, которые там, я имею в виду украинцы, и особенно европейские политики, если они такие еще есть. Я Василий Вакаров, родился и всю жизнь прожил в Украинской Советской Социалистической Республике, потом независимой Украине. У меня было одно гражданство, единственное. Я делал карьеру, создал семью. И за мои высказывания, сначала меня выдавили из Украины. Сказали, что езжай куда хочешь. Затем против меня ввели санкции. Что такое санкции? Это слово такое, знаете, санкции. По-простому мне, как гражданину Украины, запретили иметь карточку банковскую. Я прихожу в банк, хочу получить карточку, на которую мне начисляют зарплату. Мне сказали, нет, ты не имеешь права иметь банковскую карточку. А та, которая у меня была, ее заблокировали. Я хочу сдать что-то в аренду. Я не могу пойти заключить сделку. Я хочу купить что-то за свои деньги. Я не имею права совершать никаких нотариальных действий. Я хочу работать. Я был госслужащим. Мне говорят, нет, госслужащим ты не имеешь права работать. Ты вообще, у тебя черная метка на любого работодателя, который тебя возьмет на работу, он будет знать, что ты под санкциями. Вот эти простые вещи, да, которые и называются санкциями, я их получил за свою позицию. Теперь я сравниваю себя с теми 2 миллионами украинцев, которые проживают на территории Украины, которых государство, Зеленский сказал, вы уклонисты. Вот эта реформа Федорова или Зеленского, она коснется в первую очередь этих 2 миллионов людей. Я же слушаю военного омбудсмена, да, украинского Решетилова, который говорит, мы должны наказать всех ухилянтов. То есть, уважаемые ухилянты, вы теперь вы как я, а я как вы. Вам сначала обрежут банковские карточки, вам запретят пользоваться банковскими карточками, которые у вас есть. Второе, вы не сможете открывать счета и банковские, которые вы хотите. Третье, у вас не будет прав продать квартиру, продать автомобиль, вас лишать этих прав. Против вас будет введено еще много подобного рода запретов с целью какой? Вас должны выкурить из тех квартир, где вы прячетесь, из домов. Вообще, где вы прячетесь, вас должны выкурить, вы должны пойти на улицу. Если вы сейчас прячетесь, за вас там ваши супруги работают, дети, вот, власть Зеленского сделает все, чтобы вас выкурить. Если вы выйдете на улицы, у вас есть 2 варианта. Вы либо попадаете на фронт, вы уклонялись, вы не хотите идти, вас отправят на фронт. Либо вы должны взять в руки ножи, оружие, сплотиться и послать нафиг эту власть. Если у вас есть такая смелость, вы такие решучі, вы такие незалежні, дійте. Если у вас не хотите ни первого, ни второго, а у вас выбор простой, есть еще третий, вы можете сбежать через территорию Беларуси и так дальше, но вы уже этого не сделали, значит, вы не хотите бежать или вам некуда. Вот у вас 2 варианта. Вы либо на мясо, вы реально либо на мясо будете отправлены, либо вы должны сделать все для того, чтобы защитить себя в любой способ. Думайте сами. Теперь очень важный вопрос функции государства, жандармерия и ТЦК. Полиция – это жандармерия, по-простому. У них есть не так много функций у полиции. Да? Первое – это соблюдение общественного порядка. На улице все должно быть в порядке, все должно быть, как написано в законах, как написано в инструкции. Поссорился муж с женой, кто-то позвонил в полицию, полиция пришла, выясняет. В чем ссора? Это не обязательно кого-то сажать в тюрьму. Можно провести профилактическую беседу. И так дальше. Там, у кого-то украли велосипед, какие-то мелкие вещи. Или кто-то там выступил, знаете, там в кафе или в ресторане начал громко петь музыку. Это функция полиции. Это функция жандармерии. И народ, неважно в какой стране, тем более в Украине, они воспринимают полицию как власть. Вы правильно сказали. Полиция – это та первая власть, с которой сталкивается любой гражданин Украины. ТЦК
Что касается ТЦК, недавно нардеп Княжицкий заявил о том, что, публично заявил, что оказывается, на Украине орудуют банды. Банды под видом ТЦК, но это не ТЦК. Это одетые формы. Алло? И связь нормальная, Саша, да? Да, конечно, да, продолжайте. Это одетые формы, как бы ТЦК, но это бандиты. Это бандиты, я не знаю, уголовники, не уголовники. Они одеваются в форму ТЦК, воруют, значит, людей и потом требуют выкупа. И это народный депутат Украины говорит, что на Украине орудуют банды. И он говорит, надо провести дискуссию и наказать эти феномены. Стоп. То есть если уже депутаты знают об этом, значит банды орудуют под видом ТЦК. Теперь граждане Украины, они вообще не запутались. Так это ТЦК или это бандиты? И те требуют деньги, и те требуют выкуп. Тогда вопрос один. А какое нафиг государство это Украина, если тут и ТЦК незаконные или относительно законные, как вы сказали, а тут еще какие-то бандиты, да? И что это получается? Что все хотят нажиться на простых людях. Надо разобраться, говорит Княжицкий. Нужно реформу провести, говорит Федоров. Это все бред. Это все государство Украина говорит. Во-первых, это кто-то создал. Во-первых, это эту ситуацию создало украинское государство. Оно уже не выполнило свою функцию. Во-вторых, когда говорят нардепы, что надо разобраться, надо провести дискуссию, ну что вы за бред вы несете? Никто не говорит о защите людей. По одной простой причине, потому что все вот из этих верхушек, из этих вертикалей кормятся. Те кормятся от ТЦКшников, те от бандитов. А завтра случится такая ситуация, когда люди просто не выдержат, и они должны будут защитить свои права. У них, кстати, есть право на восстание. Я просто хочу напомнить этим людям. Теперь, что хочет Зеленский, Федоров? Переложить эту функцию на полицейских. Саша, я убежден, что я просто знаю хорошо историю Украины, что всех ТЦКшников, всех людоловов, давайте так говорить, всех людоловов рано или поздно убьют. Их найдут, с ними расправятся. Либо сейчас, вот эти вот, которые ножами режут в центре Львова, не в центре, но во Львове, значит, человек зарезал представителя ЦЦК. Во многих уголках Украины это происходит. Следующий этап – это они должны взять оружие и просто убивать ТЦКшников. Но это разборки между людьми, которые людоловами, и людьми. А вот функция, если ее передадут в полицию, как вот полиция будет справляться с этим? Как вот эта полиция, которая плоть от плоти народная, она будет что делать? Она будет выковыривать людей? Послушайте, сейчас же Тёла так все делают. знают, кто такой дельничий. А? Сейчас же так делают. Ну чего? И будут так делать. Сейчас же так делают, но это вызовет. Это последняя капля, как мне кажется, если эту функцию передадут, и эта реформа будет запущена, это последняя капля, которая приведет рано или поздно, государства Украины и так почти нету, есть какие-то элементы. Это просто это приведет к тому, что государство Украины как таковое, оно просто рухнет. Просто рухнет, и начнутся межусобицы, начнутся разборки не просто одной группы людей против полиции и ТЦК, начнутся еще разборки территориальные, где-то больше мести, где-то меньше мести. То есть мы видим, что Зеленский толкает всю вот эту страну, всю эту ситуацию в то, чтобы начались реальные межусобицы, реальные бойни, да, региональные, групповые, власть против бандитов, бандиты против власти, люди против и бандитов, и власти. То есть к этому все идет. Василий Дмитриевич, интересно, что как это все отразится на политическом поле. Оно отражается, безусловно. Депутаты там возмущаются, говорят, но все как-то говорят о том, что давайте, у нас плохая мобилизация. То есть никто не говорит, давайте отменять мобилизацию, давайте отменять военное положение, Конечно. давайте идти договариваться, давайте, собственно, обсудим все. Более того, Зеленский в этой стратегической паузе, которая наверняка... тут понимаете, в чем дело? Очень много неочевидных вещей, скрытых.
Вот Трамп дает комментарий по телефону, говорит, вы знаете вообще, что в этих пунктах, о которых мы договорились? Не знаете. А я, говорит, знаю. Более того, если что, мы возобновим войну. Ну, если там, да, то есть, и все так в замешательстве, в смысле? Трамп говорит, я знаю, что в пунктах, вы не знаете. Точно так же и здесь по украинскому вопросу. Так а что там? Все свели все к какому-то Донбассу, например, да? Донбассу, который Да, утюжат, ну, я попытался это как бы подсветить в шуме пару дней назад, поговорить об этом. Закрыли славянскую ТЭЦ. Закрыли. Сделали это героически, поставили вот этих, ну, обреченных, бедных людей, их жаль. Вот этих начальников цехов, те, которые там, монтеров, которые слесарей, которые, ну, в общем, да. энергетиков, да, которые обеспечивают функционирование этой ТЭЦ. И сказали, удачи вам в жизни. Все. А куда дальше? Ну, там стояли люди в возрасте, там женщина одна, ну, может, как бы там дотянут как-то, ну, на фронт. Ну, на фронт, понимаете? Куда дальше ты, энергетик? На фронт. Понимаете? А это же ключевой момент. Нет славянской ТЭЦ. Ну, это прощание со славянском фактически состоялось. Вот точно так же, потужно, соберет Да. начальник, всем скажет, удачи вам, найти себя в жизни, вперед и так далее. А все так разводят руками, а все молчат. Ну, закрыли по соображениям безопасности, законсервировали. Ну, а что, война же близко. Правильно сделали. Но это Мгм. свидетельствует о том, что Донбасс будут сдавать. Ну, а какие будут тогда вот эти новые условия после Донбасса? Нам сделают вид, что вооруженные силы Российской Федерации зашли, героически обороняясь, Украина отошла. Зеленский расправит плечи и сказать, видите, я не сдал, но мы проиграли, ну ничего страшного, вернем когда-нибудь, сохранит свою потужность, а Донбасса и Славянска и Краматорска больше не будет. Понимаете? И вот А, этот да. момент, он очень-очень сейчас важный. А, как развернется? Зеленский говорит, приезжай, Витков и Кушнер, ко мне на следующей неделе после Пасхи. Но если они приедут, то они же приедут, они же не просто так должны приехать, они должны что-то конкретное решить. Потому что пауза двухнедельная, это означает активизация по Украине. Да. О визите Виткофа и Кушнера заявила уже украинская власть. И, кстати, третьим к ним, с ними вместе приедет Грэм, да, Линдси Грэм. Давайте, Линдси Грэм, он приезжает часто на Украину, он приезжает с разными визитами, у него очень тесные дружеские отношения с Зеленским, и, на мой взгляд, он в доле. Он не просто в теме, он в доле. Потому что последние его визиты было скандала о том, что он за несколько дней растратил 600 тысяч долларов в Киеве. Зачем, на что он растратил? И, во-первых, у меня вопрос, откуда у него эти деньги? Скорее всего, он лоббирует интересы Зеленского, и за это Владимир Александрович с ним рассчитывается. Ну а как? Слушайте, мы все люди, это кажется, что политики, они какие-то боги. Да нет, они такие же простые, как и мы с вами, просто временно получили мандаты и пытаются нажиться на это. Итак, Линдси Грэм коррупционер, он лоббирует интересы Зеленского, и что он будет делать? Единственная миссия Грэма, именно Грэма из этих тройки, он будет говорить с Зеленским о гарантиях безопасности лично Зеленского. То есть он будет говорить, что если ты пойдешь на наши условия, мы тебе гарантируем. И вот здесь будет торг именно в этом вопросе. Все, вот это функция Грэма. Функция Кушнера и Уиткофа гораздо шире, потому что эти двое людей, во-первых, они еще не были вдвоем именно вместе на Украине, но они уже были в России. Они кстати, в команде, которая занималась переговорами по Газе, а теперь команде, которая занимается переговорами по Ирану. То есть они реальные люди, которые от имени Трампа, именно еще раз говорю, от имени Трампа ведут переговоры. Это деловые люди, это конкретные люди. Они будут говорить о конкретике. То есть Грэм договорится о личной безопасности Зеленского, а дальше конкретика, как и когда
вооруженные силы Украины будут выходить из территории Донбасса, всего Донбасса. Да? Это вот мое видение, мой прогноз, что переговоры будут идти именно этим путем. У Зеленского два варианта. Это согласиться, если он получит гарантии, или не согласиться, пытаться пропетлять. Если он будет пытаться пропетлять, его убьют. Зеленского никогда еще жизнь Зеленского не висела на волоске так, как сейчас. Я говорю не о политике Зеленского, я говорю лично о жизни Владимира Александровича, потому что он же он же слуга многих господ, и один из господ, представители господ приедут к нему, а Британия не уходит, европейцы не уходят. И Зеленскому придется где-то маневрировать и принять такой выбор. Это что касается лично Зеленского. Что касается Украины, потому что вы... Стойте. Давайте это... Смотрите. Кто? Ну вот давайте. Американцы? Нет. Они будут играть этими картами на своих выборах. Это вы сказали об этом выше. Да. Россияне? Нет. Простите, вообще незачем. 4 с лишним года нет. Хотя там и рассказывают Зеленский, что на меня там покушались, там несколько раз. Ну, хорошо. Да. Покушались, кроты, это все нам демонстрировали периодически. Но россияне нет. Кто ж его убьет? Ну, получается, есть только одна сторона. Это как бы, когда охрана превращается в конвой, ну, так смысл? Ну, 100%. Смысл ему тогда отходить от своей охраны и конвоя. Европа нет. Ну, то есть вопрос только в британцах. Но британцах, ну, незачем. Вот поэтому мы имеем ту картину такую, какую имеем. Потому что он не может, собственно, отойти от британского интереса в этих переговорах. Саша, я ключевую фразу в самом начале сказал, что роль лица Грема здесь будет ключевой. Гарантии для Зеленского он должен перебить. Он должен убедить Зеленского конкретно, что ты получишь гарантии вот такие. Мы тебя вытащим, посадим в вертолет и улетишь. Неважно. Это должно быть детально проговорено. Рискнет Зеленский на вот это? Не знаю. Или вот охранники, которые у него есть, они дадут ему возможность, ну, скажем, знаете, зайти в номер из гостиницы и не выйти. Это вот здесь, понимаете, Александр, я не хочу конспирологические вещи, которые какие-то рассказывать, но вещи вот эти происходят именно таким образом. Кто и когда тебя заберет с собой в чемодане или, не знаю, в вертолете, в поезде, кто тебя физически вытащит и куда-то перевезет. Вот и все. Расклады могут быть разные. Я с вами, я практически согласен с вами, поэтому не буду тут даваться подробности, кому это выгодно и кому не выгодно. Здесь Зеленский будет проявлять себя как человек. Есть у него яйца, условно говоря, или уже нету совсем. Все, точка. Мы это посмотрим. Касательно перспективы, потому что мне больше вот этот вопрос важен. Вы когда говорили о ситуации в Славянске, да, с консервацией объекта, Славянск, Краматорск – это прежде всего вопрос воды для Донбасса. Мы знаем, какая ситуация там. Если кому принадлежит вот эта территория, кому принадлежит инфраструктура передачи, поступления воды и передачи, тому и люди на Донбассе будут благодарить за то, что у них есть вода. Есть безопасность, есть еда, а теперь еще будет вода, все понятно. Что будет дальше? Я ни разу, Саш, я внимательно слежу за заявлениями российских руководителей, за ситуацией, вообще под украинско-российский конфликт, война, СВО. Я ни разу не слышал от Владимира Путина слово «захватить всю территорию Украины». Ни разу. Я помню заявление Путина в преддверии начала СВО. Да? Путин сказал, что будет, и он призвал, на то время он призвал военных на Украине брать власть в свои руки. Следующее. В этот же день начала СВО, тут же начались переговоры в Белоруссии. Соответственно, как говорят в России, это было принуждение Украины к переговорам. Они достигли своей цели, переговоры идут.
Другое дело, что они не закончились. Мы знаем Стамбул, мы знаем почему, но вернемся к истокам. Итак, я ни разу не слышал, что Россия заявление или какие-то документы обозначала, что она хочет захватить всю Украину. Ни разу. Далее, у меня есть знакомые, с которыми я спорю, дискутирую, российские, да, которые мне говорят, а зачем нам нужна? Есть экономика, есть расчеты. Я хочу сказать, что Россия капиталистическая страна, ровно как США, как Британия. Здесь считают все, деньги, ресурсы и так дальше. Зачем России содержать ту территорию и тех, во-первых, территорию, а во-вторых, тех людей, которые, объективно, я думаю, что так оно и есть, которые ненавидят Россию сегодняшнюю, да, то есть в основном на Украине ненавидят Россию. И зачем властям, с точки зрения управления государством, зачем им, содержать этих людей, контролировать? Но это сколько же нужно отправить, россиян на Украину, чтобы те в теории, каким-то образом боролись с украинцами. Это глупо. Я даже не хочу это анализировать, потому что здесь нету почвы для анализа. Есть мысли у Зеленского, есть мысли у политика украинского, что Россия нас хочет захватить. Есть люди во Львове, которые это говорят. Я это отрицаю. Я отрицаю это лишь потому, что я не слышал и не знаю ни одной публичной информации, никаких документов, где бы была поставлена эта цель. Более того, скажу вам, Саш, есть люди, которые мне прямо говорят, что мы не то, что не хотим, мы, говорит один мой знакомый, сделали огромную ошибку. Он москвич, он говорит, мы в свое время сделали огромную ошибку, когда в Советском Союзе вкачивали деньги, средства и ресурсы в Украину. Мы хотели сделать из Украины вот эту визитную карточку для Европы. Мы газифицировали Украину, мы нефть отправили на Украину. Он мне говорит, вы знаете, у нас сейчас далеко не вся территория Российской Федерации газифицирована, поэтому средства мы не будем туда отправлять. И последнее, демографическая ситуация. Да, Россия заинтересована в том, как государство, в том, чтобы ее количество граждан увеличивалось, безусловно, потому что пространство есть, территория большая, людей мало. Хотелось бы больше. И почему бы не перетащить, не переманить тех же украинцев, которые хотят переехать на территорию России и жить здесь, почему бы их не переманить? Вот эта концепция правильная, эта концепция верная. Но что касается захвата Украины, мне кажется, наконец, отвечу вам на ваш вопрос, что как только территория всего Донбасса будет де-факто в составе России или начнется этот процесс, военные действия тут же прекратятся. Я не знаю, закончится ли война, но военные действия прекратятся и начнется переговорный процесс. Переговорный процесс, как дальше будут жить государство Россия с государством Украина, как дальше будут жить государство Россия с другими государствами, которые есть в Европе. Вот это в ближайшем будущем, да, безусловно, я прогнозирую, что эти процессы начнутся. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо вам, Саша, спасибо всем. Да, друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, с чем согласны, с чем нет. Что думаете в комментариях. Всем добра и света. Увидимся.